Обещал я себе не готовить больше никаких сложных блюд. Но, друзья, это будет такое оригинальное, такое интересное блюдо, что я не сдержался. Всем салам с канала Каспийский берег. Друзья, сегодня готовим долму. Но долма будет очень необычная. Сейчас вы увидите, какая. Друзья, а долма будет вот из чего. Посмотрите на этот срез белужей. Здесь почти 4 килограмма кусочек такой белушки. Это получается полунациональное блюдо. Национальный почему? Потому что долма традиционно азербайджанское блюдо. Но из белуги у нас ее не делают. Это уже какие-то мои придумки, добавления. Будет такое национально модернизированное блюдо. Друзья, листики, как вы сами видели, у меня собственные. Со своего огорода, как говорится. Это очень хороший сорт винограда. Вот у нас называют такой сорт, есть бакинский, ахшаны говорят, да, то есть на русском называют дамские пальчики. Это почти такой сорт гибрид. Многие хозяйки готовили вот из моих листьев, и все оставались довольными. Они нежные. Я специально собрал не самые маленькие. Вот у меня сейчас бакинские хозяйки, азербайджанские хозяйки сказали: какие листья крупные. Потому что у меня долма будет более крупная. То есть задумка такая изначально. Я собрал не самые маленькие, но поверьте мне, что они нежные. Лист очень тонкий, хороший. Сейчас мы эти плодоножки все срежем. Зальем их кипятком. И будем работать дальше. Друзья, теперь листики наши зальем крутым кипятком. Они уже наполовину сварились. Смотрите, какой цвет меняется. Так, листики наши там размягчаются. А мы здесь, друзья, займемся рыбой. Алик, как ты смотришь на белугу? А? Такой кусочек я бы и сам не отказался съесть, друзья. Алик, держи. Так называемые жучки.
Смотрите, как распластал. Вот такие кусочки идеально, посмотрите. Толщина, длина. На сковородку можно, в гранате можно. Ну, это, если останется, сделаем. Теперь нарезаем уже на мелкие кусочки, на долмушки. Вот такие, друзья. Друзья, кожу я не срезаю. Во-первых, она такой маленький кусочек составляет. Потом, когда она проваривается, она вполне съедобная и даже вкусная бывает. Так что вот так. Значит, сначала мы ее посолим. Поперчим. И чуть-чуть, друзья, я добавлю сюда сушеную мяту. Потому что в оригинальной долме, то есть долме из мяса, мята — это обязательный ингредиент. Да? Мята, кинза, укроп обязательно добавляется. Но так как у нас долма не совсем обычная, и фарша у нас нет как такового, вот я решил сюда добавить сухую мяту. Я думаю, это будет неплохо. И еще, друзья, так как это у нас рыба, я думаю, кислинка дополнительно не помешает. Да, виноградный лист даст кислинку. В этом, честно говоря, вся задумка и была, чтобы белугу с такой кислинкой, да, сделать. Но лимон чуть-чуть, мне кажется, лишним не будет. Все, друзья, теперь предстоит самый длительный и нудный процесс. Значит, на дно сковороды, где мы будем готовить нашу долму, друзья, я на всякий пожарный выстелю виноградные листья для защиты. Знаете зачем? Обычно долму же все-таки на плите дома готовят. А здесь на дровах вдруг начнет подгорать. Вот так по-турецки заворачивают, длинненькие. У нас в Азербайджане делают такую долму. Кругленькую, более кругленькую. А вот так турки заворачивают.
Ну все, друзья, вроде это уже последнее. Час ушел, однако. Вот сюда. Ой. Все. Почти 2 слоя получилось. Почти. Все. Пошла долмушка на огонь, друзья. Долмушка. Долмушка. Так. Заливаем кипятком. Теперь сверху кладем тарелку, чтобы долма никуда не убежала. Вот так под нее. И сверху баночкой 3-литровой. Воду надо посолить. Друзья, теперь ждем, пока вода закипит. Как она закипит, банку убираем и закрываем крышкой. Друзья, уже кипит. Сейчас на всякий случай на соль проверю. Вдруг мало. В самый раз. Соленые, кислые. Супер. Все, накрываю крышкой. И где-то часик она у нас поварится. Друзья, слышите, уже с камбуза звонят. Значит, обед готов. А на камбузе у нас, друзья, готовится морская каспийская долма. Все, готово. Снимаю. Опа! Ну что, друзья, будем пробовать белужью морскую долму. Вот классическую долму из мяса, из баранины я просто обожаю. Сейчас посмотрим, произведет ли на меня впечатление долма вот эта морская. Так, друзья, подготовлюсь. Долму без хлеба как-то не бывает. Вот такую маленькую возьму для опыта. Друзья, я вам скажу, очень вкусно. Необычно, во-первых. Вы знаете, сочетание, я считаю, виноградный лист — это одно из самых интересных открытий, да, вот в кулинарии у человека. Очень приятно подходит к мясу, просто бесподобно. С рыбой никогда не пробовал. Всегда думал об этом, что что-то такое приготовить. Рыбу с виноградным листом. Вот первый раз попробовал. Очень вкусно. И дополнительная кислинка от лимона. Вообще супер. По размеру чуть крупнее получились, чем из мяса, когда делают. Но вкус выше. Белуга прям тает. Она настолько нежная, из-за того, что она обернута в листике. Все ее соки, все внутри осталось. Просто супер. Сейчас вам порежу одну, посмотрите. Друзья, сейчас на срезе ее вам постараюсь показать. О, посмотрите, как рыбка там смотрится. А? Красота. Белушка в листике.
Вот здесь в углу, посмотрите, даже хрящик был, да, такой. Ну, такой мягкий хрящик, но все-таки хрящ рыбный. Сейчас посмотрим, что с ним произошло. Он превратился в такую желеобразную форму. Не знаю, мне короче, нравится. Классно. Значит, обычную долму едят, друзья, с йогуртом, с гатыгом. Ну, здесь как-то гатыг, по-моему, ну, никак не катит. Все-таки рыба. Давайте попробуем с наршарабом, с традиционным. Друзья, вы должны понимать, что все это эксперимент. Вот еще раз вам срез покажу. Смотрите, как красиво. Листик зеленый и белая белуга там, рыбка. Сейчас с наршарабом попробуем. Тоже отлично. Тоже отлично. В принципе, своей кислинки там хватает. Лимон и так далее. Но наршараб еще что-то придает, помимо кислоты. Я уже сегодня собрался объявить, друзья, что это мое изобретение. Открыл новое блюдо. Рыба, долма в виноградных листьях. А вчера зашел в интернет, на всякий случай, думаю, посмотрю, может кто-то готовит. Может, не один я умный. Оказывается, люди готовят. Правда, белугу никто не делал. Я видел, форель делали, там семга, еще что-то было. Но белугу никто не делал. И половина делали фарш, а некоторые делали все-таки целые вот такие кусочки, как я сегодня сделал. Но с белугой вот не видел. Так что где-то это и мое изобретение. Я уже, конечно, загадал желание, так как первый раз пробую это блюдо. И заключение такое, да, вот вердикт. Попробовать обязательно стоит, обязательно. Друзья, вот такое сегодня экспериментальное блюдо было. Долма, рыбная долма. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что экспериментируйте, пробуйте. Не бойтесь выходить за рамки. Выходите из шаблонов. Очень вкусно, очень оригинально. Спасибо большое вам за просмотр, что выслушали. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания, друзья.